идем на задание. Бомб положено 1000 килограмм, по 200. Мы старались брать меньше горючего и везти 1200 килограмм. Тактические данные самолета позволяли это делать. Взлетаем с бомбами, все нормально. Подходим к цели. Один мотор, двухмоторный самолет П-2, отказывает. И мы такие нагруженные, еле ползем за строем. А в строю, допустим, как минимум 2 эскадрильи боевых, может быть 2-3 полка в колонне. И сопровождение истребителей наших. Иногда это французские летчики из полка Нормандия-Неман. Мотор отказывает, мы отстаем от колонны. Огромная колонна, по этой колонне стреляют зенитки. Истребители прикрытия идут с колонной, а мы одни болтаемся в хвосте. Какое принимать решение? Или с бомбами вернуться назад, а мы уже на территории противника, или идти дальше, поразить цель, сфотографировать и вернуться домой. Экипаж 3 человека: летчик, штурман или летчик-наблюдатель и стрелок. Летчик говорит: штурман, что будем делать? Я говорю: пойдем на цель. Наши отбомбились и ушли. Мы идем на цель, одни. Зенитки не стреляют, по одному попробуем, победа колонна, а мы одни. Истребители ушли с колонны, мы идем одни. Солнце, тишина необыкновенная, сбрасываем бомбы, фотографируем, разворачиваемся и уходим от цели. Радость необыкновенная. Казалось бы, безвыходная ситуация. Выход найден. Счастье обуевает тебя. И вдруг шум необыкновенный. Стрелок говорит: «Галя, Фокке-Вульфы!» Сзади. Фокке-Вульф – немецкий истребитель. А у меня пулемет. Березина, 12,7. Задняя полусфера. Я стреляю, а пулемет – пушка. Снаряд очень тяжело перезаряжается, но снаряды необыкновенные. Я вижу, Фокке-Вульф идет на нас. Начинается стрельба. Стрелок из пушки в хвосте, у летчика пушка вперед, и у стрелка передвижная точка, ШКАС, легкий пулеметик. Вдруг стрелок опять говорит: «Галя, Фоккер спереди!» 2 Фокке-Вульфа ходят по паре, атакуют нас. Спереди идет, у меня пулемет стреляет только верхнюю полусферу. У летчика только вперед, у стрелка только назад. ШКАС сбоку. И есть мертвая зона. Вот фюзеляж, вот крыло. И вот между фюзеляжем и крылом вот этот сегмент мертвая зона. Ни одна из 4 точек огневых не может поразить самолет, если он заходит в эту мертвую зону. И вот Фокке-Вульф заходит в эту мертвую зону. Знаю технические данные самолета. Стреляет и показывает 1 или 2. Значит, тебя сбить за 1 заход, он встал здесь, или за 2. Тебя злость, что он здесь, я его вижу, лицо, а сбить не могу. Заходит и очередь по самолету. Что делать? Бросать самолет, не дать ему прицелиться. Беспорядочное бросание. И трассы то вверх, то вниз, то сбоку, то слева. А он опять заходит, уже заходит сюда, уже стрелять не может, тоже злой, что он сбить не может. И такой шум в наушниках, оголтелый такой крик, какие-то слова на немецком злые. И вдруг тишина. Наши 2 истребителя, проводив колонну, вернулись за нами. Встали справа и слева. Не робейте, девочки, прикроем.
и повели нас на аэродром домой. Пришли на аэродром, помахали крылышками и отвалили, как говорят. А мы сели. А наши уже считали, что все, расстреляют нас. А мы вернулись. Вот это незабываемый случай один.